Здрасте, с вами Даня Крастер и лаборатория Build Not Bombs. Сегодня мы будем продолжать издеваться над бензопилой, что мы только из нее не делали на этом канале. Но сегодня мы сделаем нечто особенное. Подниматель бензопильный... Бензокошка, короче. А начинается все с подбора необходимых деталей. Давным-давно, в бородатые времена, я крафтил бензопильный лодочный мотор, но жизнь жестокая штука и нам нужны запчасти. Сперва добудем звезду. Ох, из какого же говна я тащил этот вал. Он вообще не режется, он тупо намазывается на резец. Токарная обработка этого говна выглядит как обработка куска масла членом. Ну да и ладно. Я еще в том видосе говорил, что звезда кривая с завода. Сейчас попытаемся это исправить, а заодно все проточим, выровняем и приварим покрепче. Мы на этой адской машине подниматься собираемся, нам сюрпризы в процессе не нужны. Вот такая красота у нас получилась, осталось немного. Просверлить отверстие. В лодочном моторе передача была сделана восходовскими запчастями. Звезда, которую мы только что точили, изначально стояла на моторе. Точно такая же звезда приварена на центробежное сцепление, а соединяет все это разъебанная цепь от того же восхода. Для нашего изобретательского изобретения мы придумали использовать лебедку. Но чтобы ее закрепить, нам жизненно необходима еще одна запчасть от старого лодочного мотора, а именно пластина с отверстиями. Да, можно вытащить заново и просверлить, но зачем, если вот они готовые детали? Достаточно лишь отрезать лишнее и немного облагородить. Привариваем все и прикидываем по месту, что и как будем крепить. А вот и сама лебедка. Мы ее уже использовали для подъема нашего фрезера и других тяжеленных станков. Но сейчас у нее новая миссия. Стать частью нашего бэтменского снаряжения. Прикручиваем всю эту байду к бензопиле и накидываем цепь. Слышь, может, компрессор к ней приляпаем? И как ты себе это представляешь? Владимир Сергеевич, в нашем приложении для бензопил на холодильной тяге сбоев не выявлено. Ну, само собой. Твои идеи не сработают. Как ты себе это представляешь? Владимир Сергеевич, у нас ошибка! Да не парься, чувак. Это просто баг. Сейчас исправим. Стать инженером по тестированию проще, чем ты думаешь, благодаря SkyPro от Skyeng. Обучение проходит онлайн всего 9 месяцев. А так как на это нужно всего 2 часа в день, то ты легко будешь совмещать свою привычную работу и новое занятие. Не шаришь в математике – не беда. Тестировщиком может стать любой желающий. По завершению обучения ты получишь диплом гособразца и тебе помогут с трудоустройством. Ты и вообще, на какой еще работище можно, не выходя из дома, зарабатывать до 150 кесов? А может и больше. Все зависит только от тебя. И так будет с каждой ошибкой. А тебе, братан, нужно подучиться. А я ведь еще даже не закончил обучение. И это не страшно, ведь теперь обучение можно продолжить с телефона. Присоединяйся и забирай 10% скидку на один из курсов по промокоду КРАСТАН. А ты что здесь стоишь? Я уже 5 месяцев жду ответа на свой вопрос. Какой вопрос? Как ты себе это представляешь? Цепь, кстати, страшная, как моя жизнь. Мы ее рассмотрели поближе, и она вся в трещинах. Я фиг знает, как она стояла на 2 аппаратах. Первый это непосредственно восход, а второй лодочный мотор. У восхода движок выдает жалкие 14 лошадей. У бензопилы по паспорту 2,5 лошадки, и те полудохлые. Ну, 2,5 китайские, это где-то 1,2 нормальных лошадей. Вот такое вот оно, советское качество и технологии древних. Но вроде пока работает, а раз работает, пора сделать еще одну важную деталевину – кошку. Ее можно было купить, но у нас не было времени и желания ждать, так что решили сделать сами, тем более мы в мастерской или где. Полное название такой хреновины – штурмовая крюк-кошка. Этих сраных кошек, оказывается, существует несколько пород, но для заброса служат именно штурмовые.
Они меньше по размеру, они тяжелые и имеют специально посчитанные углы. На некоторых экземплярах есть отверстие, чтобы закинутую куда надо кошку с тросом можно было прикарабинить и дальше использовать как стационарную веревку. А вот это вот новое изобретение сумрачного китайского гения – орбитальная коронка-балеринка. Диаметр отверстия зависит от фазы Луны. И нет, это не у нас руки из жопы, а остальные коронки из этого набора работают нормально. И только это с альтернативным режимом. Еще мы насверлили мелких отверстий. После того, как вырежем заготовки, отверстия превратятся в зубцы, которые будут надежно цеплять кошку. Остается только все надежно сварить, и можно приступать к тесту. Что я там говорил про надежное сцепление? Ну, все живы, при съемках ролика ни один каскадер не пострадал. Короче, держит ли штурмовая крюк-кошка человека? Да, вполне. Может ли она сорваться? Да, как нефиг. Очень опасная херня. Если закидывать на дерево, есть возможность того, что кошка вгрызется в древесину и будет держаться крепко. А вот здание штурмовать как в боевиках не получится. Так что первые тесты на тягу решили проводить без кошки. Ну его нафиг, а то мало того, что сорвешься, так еще и в голове будет крюк торчать. Премия Дарвина в чистом виде. Это слишком тупо даже для нас. Прямо при первом испытании выплыло несколько проблем. И самая основная, 3 кобылам из бензопилы пора на пенсию. Пила вообще не тянет, сцепление тоже говно полное. По расчетам мы должны были ехать как на лифте, но по факту как всегда. Поэтому было решено подшаманить передачу. Ведомая шестерня у нас с восхода, и восходовская цепь идеально сочетается с велосипедными шестернями. С одним лишь минусом. Цепь жесть какая широкая, а звезда узкая. Не проблема, скручиваем 2 одинаковые звездочки вместе и привариваем на специально выточенную оправку. Обычно, если нужна резьба, мы используем шпильки. Но они из такого говна сделаны, что в этот раз решили не рисковать и взяли болты с классом прочности 6,8. Естественно, чтобы звезды можно было снять, болты пришлось обработать болгаркой, чтобы отсечь все лишнее, так сказать. Теперь дело за малым – отпилить приваренную звезду и поспиливать все, что может мешать. Две звезды устанавливаются через шайбы, а количеством шайб мы настраиваем ширину всей конструевины. После всех этих действий нам в очередной раз пришлось переклепать цепь, а заодно и заменить веревку на плоский ремень от грузовой стяжки. И что в итоге? Сила увеличилась, но вот поднять данный аппарат может далеко не каждого. И еще одна беда: из-за того, что цепь не натянута, она постоянно пытается заклинить. Придется исправлять и это. С помощью болгарки делаем длинный пропил, и теперь можно будет регулировать натяжку цепи штатными средствами бензопилы. О, а если взять из команды кого-нибудь полегче, тогда все не так уж и плохо. Офигеть! Чувак, как на земле? Вообще, весь этот проект делался из головы, без чертежей и с минимальными расчетами. Единственное, что посчитали, это силу и скорость подъема. Но тут нас жестоко обманула бензопила, не выдав и третьей заявленных характеристик. Но когда нас это останавливало? Естественно, в процессе выплыли всякие приколы по типу того, что под нагрузкой лебедку косоебит, и веревка пытается намотаться только на одну половину барабана. Приходится постоянно быть в творческом поиске и постоянно что-то менять прямо в процессе. Сейчас мы варим направляйку из куска профиля и рым гайки. О, так уже что-то. Один минус: чем сильнее греется сцепление, тем хуже оно работает. Но с этим мы уже ничего поделать не сможем. Еще немного испытаний в комнате, доработок и настроек, и можно выходить на улицу и тестировать в полевых условиях. Но сперва нужно выбрать, кто на этом агрегате будет подниматься.
Ну, погнали. Не, держи его сразу. Садись, держи, да, как гитару. Ну, я забрался на 60 сантиметров. Уже неплохо, уже работает. Прототип экспериментальный справился. А как мне теперь слезть отсюда? А никак. Очень удобное, очень компактное устройство для супершпионов незаметных. Ты прикинь, короче. Ниндзя приходит, заводит это говно у какого-нибудь забора, такой начинает подниматься к нему уже. Вся охрана сбежалась, просто стоят, курят, короче, пока он... Кайф. А теперь настало время провести полномасштабные тесты. Я, к сожалению, в данный момент слишком жирноват для нашей установки, поэтому мы воспользуемся услугами более худощавого претендента. Ха! Скажешь что-нибудь напоследок? Люблю, не люблю падать. Да. Ну, на абордаж! Не удалось. Не, надежность. Уникальное событие. Мы наконец-таки перешли непосредственно к самим тестам. Были некоторые проблемы с закидыванием кошки. Надо будет усовершенствовать это изобретение к следующему разу. Но сейчас мы посмотрим, как человека... Ярый, сколько ты весишь? 95. 59 килограмм поднимет наша мотокошка. Ну, я думаю, вот так будет нормально. Ярый. Да. Хватит? Я прям чувствую надежность. Не, надежно. А сегодня в нашей рубрике DIY BDSM. Ну, погнали. Подожди. Ну вот. Газуй по полной, не останавливайся. По жизни если... Работает! Газуй! Ё-моё! Удобство. Все, хорош. Хорош. Погнал! Дальше! Уже дальше куда? Я уже вот. Уже все, я залез. Залезай как ниндзя теперь. Ну, монтируй наружный короб рекламы теперь. Залез ты. О, це все.
Спасибо, Саш. Очень понравилось. Дернуть тебя еще раз, зови. Вот такая вот история с крафтами из того, из чего было. Работает, но и херово. Обсудить можем это в канале Telegram. И это, кстати, конец видео!